Это мой макияж свеклой. Но прежде чем мы перейдем к макияжу, нужно сначала привести мои волосы в порядок. Волосы у меня чистые, поэтому я на расческу нанесла спрей термозащиту, прочесала, и мне сейчас нужно просто вытянуть длину. Для этого я использую брашинг, который создает хорошее натяжение. Это брашинг с комбинированной щетиной кабана и нейлоновыми штифтами. Когда волосы просто выскальзывают из щетинок, натяжения нет, то выпрямление волос не получится в сухом виде, и поэтому в таком случае лучше будет использовать утюжок. Волосы я вытянула, у меня ушло буквально минуты 4, и чтобы дальше с ними не заморачиваться, я накрутила их на бигуди липучки. Локально в прикорневую зону я нанесла солевой спрей. Он придаст волосам у корней более жесткую основу, каркас. После того, как я накручу бигуди, я прогрею их феном и дальше уже приступлю к макияжу, пока у меня форма на волосах будет фиксироваться. Нагрела, немножко лаку добавила. На влажной коже лица я наношу увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой, так она работает лучше. Гиалуроновая кислота притягивает и удерживает влагу в коже. Она захватывает эту воду и помогает коже выглядеть более увлажненной и гладкой. Не просто выглядеть, а быть ей такой на самом деле. И тогда тональные средства ложатся гораздо лучше. Попробуйте такой способ. Красила бровки, прочесала их щеточкой и дальше прокрашиваю межресничку. Для этого я использую гель и плоскую кисточку. Такой способ мне нравится больше всего, быстро, легко. Дальше я наношу кремовые нюдовые тени. Сначала пальчиком, затем кисточкой растушевываю. В центр верхнего века я наношу белый хайлайтер от Dior, прям пальчиком. И все свои впадины и тени я маскирую вот таким консилером-карандашом. И во внешний уголок глаз добавляю более темный оттенок теней. И на нижнее веко добавляю немного контраста той же кисточкой, которой прокрашивала межресничку. Растушевала, почистила ватной палочкой и прокрашиваю ресницы. И вот дошло время до свеклы. Как я до такого докатилась? Я очень люблю салат из свеклы, и вот честное слово, каждый раз, когда я его готовлю, у меня возникает мысль, а что если вот прям совсем чуть-чуть на щечки нанести, на губки, вот как это все будет? Я помню сказку Морозко, вот ту девушку с бровями и щеками. В общем, из года в год мне каждый раз приходила эта идея попробовать, и вот я решилась. Цвет, конечно, дико розовый получился, но в следующий раз я попробую свекольный сок добавить в аджастер белый. И, возможно, я туда еще добавлю немного контуринга и какую-нибудь жидкую помаду. Как вам такая идея? И потом сниму для вас видео. А пока вот так получилось. Насыщенность на щеках я приглушила минеральной пудрой, которая немножечко выбеливает. Ну а дальше я снимаю бигуди, у меня уже все неплохо зафиксировалось, солевой спрей сработал на отлично, волосы от корней стоят, воздух между волосинок сохранился. Дальше я прочесываю все это гребнем и изнутри добавляю текстурирующий спрей. Он надолго сохранит воздушность между волосинок, не даст им слипнуться в сосульки в течение дня. Волосы дольше будут выглядеть чистыми от корней. Нанесла, и дальше я даю ему устояться, а затем активирую вот такими движениями от корней. Вот таким образом примеряю свою будущую укладку, затем все прочесываю. Сначала в одну сторону укладываю с помощью лака, затем перечесываю, укладываю все в другую сторону. Я это делаю для того, чтобы в течение дня я могла перекидывать волосы с одного пробора на другой без потери формы.
То есть, с одной стороны, я создала форму, она у меня запомнилась, перечесала, создала с другой стороны, она у меня тоже запомнилась. И дальше в течение дня я могу уже делать с волосами все, что захочу. Спасибо, что посмотрели. Заходите во вкладку записи, я оставляю там много полезного. Пока-пока.